Всем привет! Сегодня готовим сырные пампушки с чесноком. Тесто на эти пампушки получается такое мягкое, нежное, никто не верит, что я его готовлю всего за 5 минут. Для приготовления теста нам понадобится 160 мл теплого молока. Сюда же я добавляю 3 столовые ложки с небольшой горкой сахара. Сразу же высыпаю пакетик дрожжей, это примерно 5 грамм у меня. И перемешиваем всю смесь до полного растворения дрожжей. Также нам понадобится самая обычная мука, 200 грамм у меня тут. Чайная ложечка соли, немножко вот так перемешаю ложкой. И сюда же вливаем растопленное сливочное масло, общая масса 25 грамм. Все хорошенечко перемешиваем лопаткой, вот так быстренько, прямо здесь же в чашке. Очень хорошо тесто перемешивается и собирается в такой небольшой комочек. На приготовление этого теста у меня ушло всего 5 минут, посмотрите, как оно хорошо вымешивается. Я даже его не вытаскиваю из чашки, это все делается лопаткой, с чистыми руками. Прямо здесь немножко помешали и достаточно. Вымешивать его не надо, выкладывать на стол не надо, тесто готово. Тесто отправляем на расстойку примерно на час или до тех пор, пока оно не увеличится в объеме в 2 раза. Сверху присыпаем тесто мукой, у меня уже тесто постояло и поднялось. И выпускаем весь образовавшийся воздух. Стол нужно обильно смазать мукой, потому что тесто влажное. Выкладываем тесто на стол и вот так немножечко его приминаем. Дальше края все собираем в центр и округляем тестом такой неправильной формы шар. Если вы хотите, чтобы ваши пампушки получились идеального размера, то кусочки теста, конечно, нужно взвешивать. Я же в этот раз пропущу этот шаг и нарежу вот таким кондитерским шпателем. Для того, чтобы мои кусочки были более-менее ровными, тесто для этого я обязательно округляю. И нарезаю вот таким образом. Я буду делать 16 небольших пампушек. Тесто это влажное, поэтому по мере необходимости я присыпаю мукой кусочки, но задача здесь не забить кусочки мукой, а буквально присыпать для того, чтобы они не прилипали к рукам, к столу и к шпателю. Дальше каждый кусочек нам нужно будет снова округлить. Для этого я беру кусочек, вот так его немножко приминаю, края подворачиваю к центру, защипываю их в серединке и вот таким образом немножко прилипает тесто. Ну ничего страшного, подпыляем муку и округляем кусочки наши в маленькие шарики. Повторяем со всеми остальными кусочками. Если процесс формовки пропустить, то пампушки могут быть неровными, и тогда будут формироваться такие более толстые или более тонкие края. Я уже сформировала 16 шариков, сейчас тесту я дам отдохнуть минут 10 под пленкой. Это нужно сделать для того, чтобы клейковина немного в шариках расслабилась, тогда нам легче их будет раскатывать. Также нам здесь понадобится 160 грамм сыра. Сыр опционально, но я в этот раз делаю сырные пампушки, поэтому у меня сыр моцарелла 160 грамм. Раскатываем каждый шарик в небольшой кружочек, вот таким образом. Сильно его тянуть не надо. Вот такой небольшой, и в каждый раскатанный кружочек выкладываем сыр, примерно 10 грамм. У нас 16 шариков, 160 грамм сыра, то есть 10 грамм в каждый шарик. Защипываем все края, подтягиваем их снова к центру и округляем снова этот кусочек уже сыром опять в шарик. Вот таким вот образом. Повторяем процесс со всеми оставшимися кусочками теста. Подготовленные шарики я выкладываю на противень, который я застелила пергаментной бумагой. Моя пергаментная бумага не прилипает, я ее ничем не смазываю. Вы же ориентируйтесь по своему противню из своей бумаги. Шарики у нас еще будут подниматься, поэтому я их выкладываю на противень примерно в сантиметре или 2 сантиметрах друг от друга. Они поднимутся и немного будут касаться краями друг друга. Шариками здесь можно использовать свою фантазию и выложить их в любую форму, которая вам нравится. А теперь накрываем шарики снова пленкой и оставляем их в теплом месте на расстойку примерно минут на 30. Через 30 минут ставим их выпекаться на температуру 180 градусов по Цельсию на 12 минут. Для украшения пампушек я буду использовать еще немного сыра, примерно 40 грамм, а также нам нужно подготовить чесночное масло. Здесь у меня примерно 2 столовые ложки сливочного масла, сюда я добавила сухие травы, четверть чайной ложки соли и немного чеснока. Количество чеснока, конечно же, по вкусу. Я использовала 2 зубчика, можно чуть больше, можно чуть меньше. Через 12 минут пампушки еще не готовы, но я их уже вытащила из духовки и теперь их нужно будет смазать подготовленным маслом.
Делать это нужно достаточно быстро, чтобы пампушки не осели, потому что они еще до конца не запеклись и внутри они все еще сыроватые. После смазывания отправляем допекаться пампушки еще на 5 минут. Через 5 минут я снова достаю пампушки, они уже более подрумянены, снова смазываю их маслом и чесноком и солью и сверху украшаю сыром. Сыр здесь тоже опционально, на ваше усмотрение, но мне кажется, выглядит так более симпатично. Отправляем еще снова допекаться еще на 5 минут. Общее время выпекания пампушек 22 минуты, то есть сначала 12 минут, потом 5 и снова 5. Мои пампушки уже испеклись, посмотрите, какие они нежные и мягкие. Внутри у них сыр, сверху они также покрыты немного сыром. Снизу вот такая румяная масляная корочка. Очень вкусно пахнут, у них очень хороший сбалансированный вкус по соли и по сахару. А внутри, посмотрите, моцарелла тянется. Из-за того, что тесто у нас было очень мягкое и не забитое мукой, тесто получилось после выпечки наимягчайшее. У него мелкий, пористый такой мякиш. Внутри сыр, поэтому пампушка немножко сплющилась и слиплась, но если вы будете делать без сыра, то они сминаются прям вот в плоскость и обратно восстанавливают свою форму. Посмотрите, какие красивые, румяные и вкусные. Дайте мне знать в комментариях, если вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео.